Это будет модель Су-35С из состава 303-й смешанной авиационной дивизии, носящей почетное название «Смоленская». В 1943 году эта дивизия, будучи истребительной, особо отличилась при форсировании реки Днепр и освобождении Смоленска. А еще это та самая дивизия, в составе которой воевал знаменитый полк Нормандия Неман. И в ее составе до сих пор несет службу самый результативный ас 21-го столетия. И естественно, баклажан на этой модели будет выгоревший. А как иначе? Я люблю такое. А сборка задумывалась как полная и быстрая из коробка. В музей и чтобы потренироваться красить выгоревший баклажан утенку. Но вы смотрите этот ролик. А значит, мое недиагностированное ОКР в очередной раз взяло вверх, и я утонул в лютых запилах. Ща поймете, о чем я. Поехали. Тридцать пятка — это первый фланкер ОГВХ в линейке. И порой это заметно. В целом, по плате для пластика кабины у модели, норм для 18 года. Но мы-то с вами в 26-м. На момент съемки этого ролика, конечно. Короче, первое, что бросается в глаза, это абсолютно голая задняя стенка. Даже трубки обдува, к слову, вообще неправильные, ситуацию не спасают. Потому что картина на прототипе вообще-то вот такая вот. 3D-декаль, которую я взял для этого набора, в этом месте меня тоже, мягко скажем, не впечатлила. А еще на 35-ке ГВХ, совсем промахнулись с геометрией кабины. Справа гораздо более поздняя задняя стенка от их же Су-30СМ. Я работал с его кабиной, и даже тут не хватает где-то 1,5 мм глубины. Всю искоробочную ванну можно построить только от задней стенки, если верно ее начертить. Я ограничен во времени и не могу исправить всю ванну целиком и всю ту геометрию, которую она за собой потянет. Иду на компромисс и детализирую всю заднюю стенку, заодно и рельсу. Она искоробочная тоже не очень по геометрии детализации. Была. Опережая вопросы в комментариях, печатать я все в кадре буду на принтере Elegoo Mars 5. А смолу по-прежнему использую Conjure Standard Grey. И получаю, балдежный результат, как по мне. Часть совсем уж мелких проводков, магистралей и сусликов я не сделал, но в сравнении с коробкой смотрится вообще офигенно. И рельс отделяется от задней стенки для удобства покраски, конечно же. И сзади я рельсу проработал корректнее, чем деталировку, которую дали на этой детали. Уж извините за тавтологию. Вообще весь рельеф в этой зоне нужно снести под ноль. Я сделал только вот эту штуку, которая есть слева по полету. Вот это нужно для усадки моей задней стенки. И все посадочные пазы зашпаклевать. Далее, у 27-х, 30-х и 35-х тут нету боковин. Туда уходят пучки проводов от коннекторов, к которым присоединяются системы катапультного кресла. Следующее, что меня не устроило, это, конечно, ручка управления. Голова у нее капец переразмерена. Геометрия у нее не очень, да и она какая-то по пластиковому грубая. Чтобы исправить ситуацию, я за референсы беру ручку от Верпилов для авиасимуляторов. Она прям не один в один, как у Су-35, но в масштабе разницы практически не видно. Зато ракурсы максимально удобные и крутые. Замоделить такие формы в КАДе, это, я вам скажу, та еще задачка, по крайней мере для меня, как для новичка. Крышу сносит от того, насколько же оно все мелкое. Ну а в приближении, как говорится, почувствуй разницу. И юбка вот эта вот в основании мне, понятное дело, уже не нужна. А вот руды, на мой взгляд, выглядят очень мелко, не знаю, может они недоразмеренные. Ну и в целом какие-то они неправильные, что ли. С референсами на них, конечно, дела похуже обстоят, это самые удобные, что я нашел. Модели этих пришлось специально переразмеренными. Это, конечно, минус масштабность, но зато плюс к детализации, и смотреться они на приборной панели будут более внятно. Пропорции моей ручки чуть-чуть лучше, и за счет того, что кабина гномья, моя ручка сидит высоковато. Плющить до уродства я ее не хочу. Вместо этого срежу вот эту часть основания. Была бы хорошая ванна, ручка села бы идеально, конечно. Теперь педали. Это полный суслик, но к этому времени я уже окончательно потерял над собой контроль. Для моей версии основание нуждается в небольшой доработке.
В кабине я буду применять 3D декали, поэтому без сожаления сношу всю детализацию приборов и заделываю все вот эти щели и отверстия. Все потому, что из коробочной амортизаторы приборки мне показались слишком примитивными. Я захотел больше глубины, трехмерности, деталей, проводов. Расчленил с учетом удобства покраски, самих амортизаторов в металлик и проводков кисточкой. На мой взгляд, аэрографом тут проще и удобнее. Чтобы поставить мою версию амортов, пришлось покромсать немножко геометрию ванны в этом месте. И это уже просто доработка ради контента. Смысла в ней абсолютно ноль. Их не будет видно. Это чисто вас порадовать и свое ОКР потешить. Как говорится, из любви к искусству. Верхние боковины с оббивкой показались мне скучными, неинтересными, я решил с ними особо ничего не делать, светильнички эти не трогать. Но на них висят какие-то штуки, одна вот с дырочками и с какими-то проводами, что это, динамик какой-то или что это, понятия не имею, пишите в комментариях. Это справа по полету, а слева вот такая вот балумба, из нее какие-то мелкие синие проводки выходят, я решил их не делать для удобства членения задней стенки этой детали. Лишнее откусываем. Опять же компромисс, не такая подробная проработка, какой могла бы быть, но и лучше, чем пустота, которая здесь была раньше. А здесь уже надо было доработать, потому что из коробочный рычаг уж совсем неприлично толстый и плохой. А этого рычага аварийного сброса фонаря в наборе вообще не было. Говорю себе, что по доработкам в кабине, пожалуй, достаточно, и этого всего вполне хватит. Катапультное кресло. Собранная слева от ГВХ-шной 30-ки. В пинцете точно такой же, но уже от 35-ки. И видно, что кресло моей разработки из предыдущего ролика в такую ванну просто не влезет. Перелопачивать его спецом под эту геометрию мне долго и неудобно. Так что компромисс, я перелопачу из коробочное. Собственно, от него я оставлю только корпус, без каких-либо деталей. Ну и сидушку со спинкой. А от кресла своей разработки я отрежу и уменьшу все, что только можно. В разумных пределах, конечно. Все отрезанное буду клеить на фотополимерную смолу ультрафиолетовым фонариком. И эту же фотополимерку использую как шпаклевку. Это очень удобно. Не забываю проверять при этом, чтобы вся моя деталировка влезла в ванну. Как раз таки примерка кресла отбраковала, например, вот этот шланг. С ним в кабине оно просто не влезает. Оставлю его для красивых фоточек кабины, а при финальной установке всего просто сниму. Заголовник с его скелетом я целиком взял у своего кресла. И в итоге получил, ну, чуть лучше и детальнее из коробки, там пропорция заголовника, например, поприятнее. Но при этом кресло все же гораздо примитивнее, чем то, что я разработал. Кто не понимает, о чем я, вот предыдущий первый ролик на этом канале как раз про кресло К36, которое я с нуля смоделил. Подвесная система будет 3D декалью, как и в прошлой серии. Давайте теперь на фюзеляж глянем. ИЛС, ну или ALS. Конечно, у меня он будет свой, без вариантов. Вон, внизу сделал кондуктор, чтобы стекла было удобнее ставить. А то вон рамка тонкая и легко гнется. Стекла напечатал из прозрачной фотополимерной смолы, с хвостиками, чтобы было удобнее полировать. Полируется такая смола почти так же, как и из коробочный прозрачный пластик. Ну и, конечно, окунаю в футуру, чтобы блик был сочный и прозрачность максимальная. На большом стекле есть структурный дефект печати, такое бывает. Его в рамке почти незаметно. А вот маленькое стеклышко получилось идеально. Этой же прозрачной фотополимерной смолой я стекла в рамке и закреплял.
В итоге получилось гораздо опрятнее и проще и удобнее, чем траву и пленка на Су-27. Я тогда намучился капец как вспомню, так вздрогну. Рамка, конечно, потолще трава, а стекла толще, чем пленка, но выглядит и бликует все сочно и красиво, и при этом несопоставимо круче, чем из коробочный кошмар. По козырьку в целом в модели, ну ок, хотя тут у прототипа есть наклон. Будь у меня, конечно, сканер. Но меня тут больше волнует камера объективного контроля. Она в пластике никакущая и портит вид совершенно. Выпиливаем нафиг. Замеряем все, что можем. И бам! Ну, красотища же кайфовая. Убеждаю, что все село как надо. Спустя несколько подгонок и перепечаток, конечно. Когда делаешь такие мелкие дополнения сам и действительно под себя, всегда в первую очередь учитываешь, насколько тебе комфортно будет это все красить и применять. Оттенок линзы сымитирую вот этим вот оканом. А яркий блик стекла прозрачной фотополимерной смолой. Так, теперь разберемся с ОЛС. Это трындец. Ну тут учитываем ограничения толщин пластика. А я хочу что-то подобное. Все выпилив, прикинув, пораскинув мозгами, я запилил вот такую вот конструкцию. Отдельно печатаю раму зеркала и крепление линзы. Кстати, зацените, стол в принтаке не закрепил, какой плод получился. Отдельно печатаю зеркало. И линзу сделал матрешкой, чтобы удобнее было красить. Это, кстати, итог, наверное, 5 примерок и попыток, доработок, печати, и пока все не село как надо. А то еще подумайте, что все легко и быстро на раз-два. Это все магия монтажа, а так-то за кадром каждое дополнение из этого ролика примерялось и подгонялось не по одному разу. А пока давайте ОЛС сразу и покрасим. Бесцветная металлическая подложка и внешний контур тонируем в нужный оттенок. Это зеленый томиевский лак, если что. И что-то мне как-то показалось, что эта линза немножко бликует желтоватым, так что я полез выбирать подходящую пленку. Выбил кружочек пробойником подходящего диаметра, и он хорошо крепится на слой недосохшего лака. Но что-то, как по мне, по мере высыхания лака, может быть, но желтый блик стал агрессивно доминирующим. Хотя тут вон вообще фиолетовый. Позже легко это исправил, докинув сверху пару кружочков с ярким зеленым бликом и перекрыл оранжевый. А пока собираю покрашенный бутерброд. Готовлю зеркало под хром. Сначала черная финишная грунтовка от Ганзы, а потом максимально блестючий глянцевый лак. А потом лью хрома очень от души. Получается максимально зеркально, но недостаток этого метода в том, что не покрыть его лаком, и от прикосновения пальцем он легко стирается, как напыление на крыле бабочки. Зеркала на фонаре я тоже сделал свои и крашу их точно так же. На этом моменте дофамин из надпочечников хлестал как из бронзбойта. Под такое, конечно, защитный колпак нужно сделать свой, и полировать придется его уже сложнее, чем стекла Илс. Смола-то у меня гибкая. Для этого пришлось сделать вот такую направляшку, чтобы колпак держал форму при шлифовке и не повредился. Такой вот финальный результат после футуры. А вот в сравнении с коробочным колпаком. Не знаю, насколько хорошо через него все будет видно, в одной из следующих серий посмотрим. А сейчас мне не понравилась мыльная имитация датчиков, которыми усеяна вся носовая часть самолета. Я решил попробовать сделать их четче и зрелищнее. Схожим с ВЛС принципом. Сначала высверливаю посадочные места, и крупные датчики делаю матрешкой. Посадочный стаканчик и линза, которую отдельно будет удобнее красить и декорировать голографической пленкой. Датчики помельче уже не расчленить, так что придется попотеть. Стаканчики я сразу же вставляю в фюзеляж и закрепляю их там фотополимерной смолой. Мелкие датчики тоже решил сразу вставить и закрепить. Красить линзы буду в самую последнюю очередь после покраски фюзеляжа, поэтому не в этой серии. Чё-то как-то штанга до заправки выглядит хуй. Дойдет очередь ее красить, я либо готовую буду использовать, либо свою на модель, сейчас же готовлю под нее нишу.
Остекление подложило мне свинью. Юфей, видимо, тут еще не научился делать правильно и удобно, как у его поздних моделей Су-27 или 30-ки. Вот это, конечно, звездец. Ну чё, кряхчу, ворчу и двухкомпонентной эпоксидкой от Тами пытаюсь нарастить геометрию, чтобы вывести стык. Стало получше, но тамиевского стыка не получилось. Дело в том, что мне нужно теперь зафутурить остекление, приклеить его, а потом зарастить стык и при этом не повредить футуру. А еще пока выводил вот эти стыки, я снес все замочки, на которые садится фонарь, когда закрывается. Пришлось напечатать их отдельно, покрасить и каждый приклеить. Бесит такое, конечно, неимоверно. Зеркала у меня свои, так что посадочные места под искоробочные надо тоже заделать. Заодно и тут все привести в порядок. А еще я настолько обленился, что вот этот проводок уже не тягал из проволоки, а просто взял и напечатал. И с доработками фюзеляжа за кабинки все, переходим к покраске. Главный минус чрезмерного членения одной сценой. Но что поделать, таков путь. Грунтую все в черный, попутно шпатлюя все, что повылезало. Решил попробовать поверхности по 3D декали не окрашивать. И в этот раз учусь применять чернила, как люфтраум. Сначала смачиваю тамиевским изопропилом поверхность, сверху наношу слой чернил. И пока они высыхают, тапаю их лохматой кисточкой. И действительно это гораздо быстрее и удобнее, чем наносить текстуру маленькой тонкой кисточкой. Метод явно адаптирован под большие площади фюзеляжа. Повторюсь, что для кабины этот метод постольку-поскольку, потому что эта текстура не факт, что будет видна. Это больше тренировка перед покраской фюзеляжа. И мелкую тонкую кисточку я все же применяю, но на маленьких деталях. Текстура получается тонкой, хаотичной и гораздо более выигрышной, чем банальный марблинг аэрографом. А далее начинается боль моя дырка-задница. Это попасть оттенком в декаль. Верность самого оттенка меня не сильно волнует, потому что я знаю его цвет только по фотографиям и в реальной кабине истребителя не сидел. Плюс-минус похоже и ладно. Тем более Канихин мне задачу явно не облегчает, что-то у него оттенок пляшет, мягко скажем. Но вот попасть в оттенок декали хотелось бы, конечно, и у меня с этим проблема. Я ненавижу мешать оттенок на глаз и пытаться в него попасть. Вот на кошках тренировался, полупрозрачный слой акана, конечно, текстуру отлично выявляет, но поставленную задачу я провалил. И это главный недостаток 3D декалей, на мой взгляд. Хорошее освещение и хорошее цветовосприятие есть не у каждого. Ну и забавный момент в том, что я в оттенок кабины попал точнее, чем производитель декалей в итоге. Пол в кабине я покрасил вот этим аканом, а голый анодированный металл вот этим оттенком, нанесенным на бесцветный металлик. Еще один главный оттенок кабины расположен в центре. Это основание ручки управления самолетом и педали. Базой для него я взял C73, добавил в него каплю C118 и высветлил с помощью C62. В него же крашу закабинное пространство фюзеляжа и мелкие элементы в районе трубок обдува. Сами трубки крашу в голубой для пятен камуфляжа. А для всех шлангов и проводов, которые по ходу в матовой тканной обмотке, я сначала их выделяю смывкой на слой глянца, а уж потом крашу матовым акрилом. Делаю это для того, чтобы оттенить их матовую фактуру от сатиновой окрашенной поверхности, а предварительная смывка позволяет получить их края гораздо четче и аккуратнее. Это что касается второго основного приема покраски, который я здесь применяю. И, собственно, его результат вам налицо, как говорится. А третий излюбленный прием – это, конечно, когда черный крашу не черным, а в оттенке темно-серого. И оттенками в сочетании с лаком отделяю детали друг от друга. И цветом, и бликом. На темно-сером круто работает черная смывка. Визуально деталей становится больше, а модель выглядит сложнее. На ручке, к примеру, начинают выделяться черные кнопки и рычаги. Ну она, кстати, в реале темно-серая, такой себе пример. А вот слегка бликующая поверхность. Герметик накрашиваю практически тем же самым оттенком, но за счет того, что это матовый акрил, на бликующей поверхности он начинает выделяться. Оттенок герметика можно было чутка темнее сделать, ну ничего, и так тоже смотрится.
Тут сдержался и не стал дорабатывать детализацию так, как я делаю это в Су-27. Просто имеющиеся детали выделиваю цветом. В реале тут плюс-минус то же самое. Это вот что касается основных приемов покраски. В остальном это кропотливая, долгая покраска кисточкой сотен и сотен деталей кабины. Чем больше фотореференсов, тем лучше результат. Но зато именно здесь я наслаждаюсь членением, потому что каждую деталь максимально удобно вертеть и красить. Когда она все печатается одной сплошной деталью, это тот еще геморрой. После того, как покраска окончена, перехожу к 3D декалям. Левую панель слегка кромсаю, потому что у меня тут свой рут. Их конкурент меня, конечно, избаловал, потому что теперь для меня окунать 3D декали в воду это немножко непривычно, скажем так. Для закрепления буду использовать клей для декалей, как в серии про кресло. Еще у этих декалей непривычно мягкие и гибкие приборные панели. Позиционировать на слой подсохшего клея их было немножко боязно, но в целом я справился. Минус такой мягкости: местами бугорки клея начинают проступать через поверхность декали, так что этот момент желательно отслеживать. Между приборками и задней стенкой есть зазор, куда уходят всякие провода и шланги, так что черный грунт я оставил неспроста. Хотя, делая я свою ванну, этот момент я, конечно, бы отразил. А видимый скелет каркаса, торчащий из-под приборок, я уже докрасил кисточкой. Этот рычаг подкачки тоже тянул не из проводов, а просто напечатал. Технологии, призванные облегчать нам существование, правильно? Ну, я для себя сделал следующие выводы. Обычные декали макросъемку точно не держат. Я встречал очень мало работ, где они нанесены аккуратно и качественно подчеркивают рельеф. Обычно это сопли, промахи и какая-то невнятная каша. 3D декали в макро — это, конечно, растер. У какого-то производителя он хуже, у какого-то лучше. Но в целом они гораздо аккуратнее подчеркивают приборы. Все четенько и на своих местах и прекрасно читается. В этом их несоизмеримый плюс, который в сочетании с легкостью применения делает их просто имбой модеризма. А не попадание в оттенок, ну, это та вещь, с которой не очень-то сложно смириться. Работу я, конечно, проделал ебейшую. Согласен с этим, ты знаешь, что делать. Ну а так или иначе, я жду тебя в комментариях. Ну еще, конечно, плюс — это вот такие блики в будильниках и экранах. И чем меньше макро и ближе к восприятию обычным взглядом, тем меньше тебя беспокоит растер. Что касается покраски кресла, то это буквально предыдущая и самая первая серия на этом канале, так что повторяться не буду, просмотрите этот ролик, тут все то же самое. Просто у меня нету сзади детализации, более примитивная детализация на корпусе. Единственное, что оттенок подвесной немножко маджентовый, слишком такой теплый. Он нужен более нейтрально серый. И это еще не все. Есть у меня фишечка, которую сейчас покажу. Сейчас будем делать коллиматорную линзу ELS. С квадратным светофильтром они опять же вот не правы нифига. Подбираю пленочку с ярко выраженным зеленым бликом и пробойником вырезаю кругляш. Клею его на лак с обратной плоской стороны этой линзы. Сверху задуваю металлик и получаю вот такой вот красивый блеск. Что осталось? Правильно, капнуть желтого прозрачного лака. Бам! Прямо один в один, как на фотографиях. Светофильтр, естественно, я печатаю свой, скруглил его там, где нужно, и тонирую вот этим лаком. Осталась тривиальная задача все это вместе собрать.
тут я заленился и стык ванны и фюзеляжа убирать не стал. Во-первых, его еле видно, а во-вторых, он есть и на прототипе, просто более тонкий. Косяков, конечно, хватает. Я со стыком рельса немножко промахнулся, но в проекте вроде уже поправил. Ну вот в чем вопрос. Если бы я это не сказал, вы бы заметили? Вот тут я, конечно, косякнул и лжанул. Кто заметил, пишите в комментариях. Ладно, ничего страшного, выглядит все равно балдежно. Я стараюсь в сборку, которая как можно меньше попадет под определение «очередной Су-35 на ютубе». Так что ваша поддержка в комментариях не помешает, это мотивирует. Я упоминал, что модель готовится в музее авиации. Ну, по крайней мере, так запланировано. Не то чтобы там такое исполнение требуется, но, как я уже говорил, я закусился. Осталось не налажать и довести все до конца. Самолет очень крутой, красивый, и его модель заслуживает такой проработки. Все, что я сегодня хотел показать касательно кабины и околокабинного пространства модели, я показал. А так-то работы еще дофига. Во-первых, нужно собрать все под фонарем. Я же и обдув тоже переделал. Нужно дополировать, а потом придумать, как оттонировать фонарь. Мне на ум приходит только Йота Футура. Далее нужно срастить с фюзеляжем козырек. Это я тоже говорил. А на его оплетку я поставлю вот такие фонарики. Может, сделаю все это отдельным выпуском, кто знает. Пока вы досматриваете этот ролик, я перелопачиваю все это из коробочное непотребство в нишах и стойках. Запилы там тоже жесткие, вам понравится. Надеюсь, я выпущу серию, в которой вам все покажу. В кабине утки мне тоже не понравился ряд моментов, и я хорошо так поработал над сусликами. Если получится, запилю серию. А почему без уверенности? Ну, горизонт планирования в моем творчестве еще меньше, чем жизни в текущей мировой обстановке. Хотелось бы мне делать все так, как я запланировал, но жизнь, работа постоянно вносит свои корректировки. Короче, не знаю, будет ли на этом канале все, как я планирую, о том, о чем я планирую, не знаю когда, и не знаю даже, будет ли вообще. Вот так вот. Приходите в ВК, там иногда виден прогресс строек и анонсы. А Бустач? Чем больше там донатов, тем больше мое творчество принадлежит мне, а планы тверже. Увидимся, когда и если увидимся. Dum